Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, неожиданности и сюрпризы августа. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. И у нас сегодня две колоды. Карты пасьянса, цыганского, старинного, нам больше расскажут о событиях предполагаемых. И карты Таро больше со значениями вашего восприятия этого периода или тех событий, которые укажут карты пасьянса. Кому интересно, и я вас приглашаю в целом на свой сайт. И я оставлю ссылку в описании под видео, поскольку на сайте опубликованы гороскопы на август, именно планетарные гороскопы. И есть у меня планетарный гороскоп до конца 2024 года. А также есть серия видео на Таро-прогноз на 2025 год для всех знаков зодиака. Есть у меня на сайте также совершенно разные статьи на тему психологии, поэтому приходите на мой сайт через меню, через главную страницу. Вы можете выбрать там именно как и психологическое восприятие, так и тот период, на который влияют планеты. Есть и Лилит, черная луна, которая продолжительное время на нас будет именно влиять, и это она находится в весах. Есть у нас еще Хирон, прообраз израненного целителя в Овне, и тоже это еще продолжительный период. Не только, я имею в виду этот год, это и последующий год. И все подобные транзиты долгие, они ставят перед нами какие-то очень важные задачи. Поэтому переходите, читайте, я думаю, какую-то информацию, сообразно тому, что вы хотите осуществить, вы получите. Мы идем дальше. Я смотрю значения выпавших карт, и вы тоже смотрите. Если я что-то пропущу, напишите, мы обсудим. Итак, неожиданности и сюрпризы для водолеев на август. Деньги. Поэтому деньги есть, деньги будут, хотя карты могут говорить о том, что вам придется где-то в целом уделить внимание решению финансовых вопросов. Деньги, да, они есть. Но когда они выпадают, нам еще дают совет, ты их правильно распредели. Поэтому вот этот тонкий нюанс. Ну, может быть, у кого-то в плане покупка, продажа недвижимости, что-то более глобальное, может быть, недвижимости, может быть, вопросы с машиной. Будьте внимательны. Но деньги нам уже карта обещает. Давайте посмотрим, что еще дополнят нам карты это значение. У кого-то может быть период связан действительно с проплатами или получением документа, или вам нужно что-то проплатить, мои дорогие водолеи. Выпадает конверт. Это официальная бумага, и вам, возможно, нужно совершить какой-то платеж. Или иногда это бывает как значение, прелюдия получения еще какой-то суммы. Может быть, это какие-то более значимые вопросы или сумма более значимая. Для кого это актуально? К примеру, вы ждете гонорар за проделанную работу, и деньги где-то задерживаются. Иногда конверт может свидетельствовать как раз, ну, считайте, как сообщение, или известие о том, что деньги в пути, и вот-вот вы их получите. У кого-то это может проиграться, а для кого-то это элементарно, как закрытие кредита в банке с учетом деньги, или очередной платеж в банке, который вы должны осуществить, или, может быть, вы планируете ипотеку, или вообще какие-то с официальными учреждениями, инстанциями, чиновниками могут быть по части денег, так или иначе согласования, разговоры или какие-то ваши планы. Что-то у вас точно получится, посмотрите. Ну, вот как я сказала, если гонорар полагался, именно ваш личный, вы его получаете. И тогда исполняется желание.
Может быть, это значение конверта как раз и говорит о том, что готовность какого-то документа или одобрение кредита, или какую-то важную бумагу, которую вы тоже, возможно, ожидали, вы получаете. Я бы сказала для вас, по крайней мере, и, кстати, планетарно в том числе, это ведь у нас где-то начало, спокойное течение жизни, начало августа. Август у нас неоднозначный месяц. Первая часть, она такая, может быть, несколько более в спокойных энергиях проходить, а вот с середины тут могут быть варианты. Но мы все разные, много зависит от асцендента, но в целом, правда, вы какие-то вопросы спокойно, вот так уверенно, надежно решаете. Оставлю корабль для кого-то из вас, если вы планируете организовать интернет-магазин. Будет прекрасное время в августе. Попробовать. То есть сделать первые шаги. Совершить согласование. Подписать необходимые документы. Что-то оформить. И действительно для себя, может быть, на далекий период времени совершенно новую концепцию ваших доходов открыть. Это может быть не только магазин, но с чем-то может быть связано услуги, торговля, потому что корабль не только исполнение желания, один из символов Меркурия. И поэтому как работа с большим объемом информации, с большим количеством людей, это как бизнес, торговля, продажа, купля или какое-то взаимодействие еще, когда мы хотим получить прибыль. И здесь это все со знаком плюс. Или согласование, опять же, документов, вот по всем подобным вопросам. А еще выпадает любовь. У кого-то встреча с любимым человеком, поездка к любимому человеку, мои дорогие. Потому что и перемещение тоже корабль говорит. И для кого-то из вас какие-то важные бумаги вы можете как бы создавать. Или где-то есть еще такое значение, смотрите. Дерево, ну или листва. Это символ ожидания. И может быть вы встречу с человеком конкретным планировали давно, но все что-то не стыковывалось, то здесь, скорее всего, или вы не могли, потому что не было нужных документов, может быть, эта поездка достаточно куда-то далеко, и вы сможете осуществить что-то в августе. Карта или значение лебедь – это искренность и верность, поэтому как будто ожидание встречи у кого-то проиграется и так тоже. Идем дальше. Смотрю, что у нас еще совпало. И я не вижу больше совпадений. Значит, да, вот все то, что я уже сказала, очень даже позитивно получается. И даже если есть какие-то вопросы, которые вам нужно решать, может быть, вы по поводу их и переживаете, у кого-то по поводу знакомства или по поводу ваших отношений. Вот это значение черепа, кстати, переживание, то, что не переложишь на какую-то конкретику, это наше внутреннее состояние, нам кажется, или мы чувствуем, или мы сомневаемся, получится, не получится, выгорит какое-то дело или не выгорит, тут чего угодно может касаться. А карта говорит, кстати, смотря чего касается вопрос, вас может поддержать искренний, любящий человек. И может быть даже тот вопрос, который у вас стоит, как встреча с любимым человеком, у кого-то так проиграется, и вы в ожидании, именно из-за периода затянувшегося ожидания вы начали уже сомневаться, то здесь постепенно все становится на свои места. Поэтому не торопитесь. Дайте пространству, времени, мои дорогие водолеи, возможность где-то вас порадовать. Решить те вопросы, которые не все находятся в зоне именно ваших решений, вашего влияния. А когда так бывает, нужно согласовывать или какой-то вопрос, он сразу предполагает много направлений. И пока и эти направления или эти дорожки сойдутся в одном пункте, в одной точке, тоже нужно время. Поэтому будьте где-то и терпеливые, и настойчивые. Это правда. Для вас, вам это тоже будет помогать. Даже если у вас
от слова терпение кровь в жилах закипает. Неважно, но здесь это необходимо. Что-то вы не убыстрите. Итак, неожиданности для водолеев. Давайте узнаем. В августе месяце. Как идея. Это могут быть, кстати, заявления ваших детей, когда ваш ребенок, допустим, взрослый даже ребенок, скажет о каком-то намерении или принесет вам какую-то новость. Или идея какая-то. Как ваша, кстати, идея, так и связанная, может быть, с вашим подрастающим поколением. Или есть какой-то вопрос, который вы хотите осуществить. По этой карте нет пока действий. Мы вот-вот собираемся что-то предпринять. Но еще нужно что-то додумать. Сама по себе новость какая-то может быть неожиданная. Давайте еще неожиданности. И вот какие новости, ведь это карта олицетворения вас самих, и неважно, кто смотрит, может быть, меня смотрят и девочки. Король мечей – это рационализм. По этой карте, может быть, вы действительно отправитесь в высшие какие-то высокие инстанции, к чиновникам, согласовывать, подписывать документы, решать вопросы в банках или решать вопросы денежные какие-то, самые разные. Вам может потребоваться консультация узкого специалиста, и по этой карте она объединяет сразу нескольких направлений специалистов. Это могут быть как и врачи, чтобы разобраться окончательно со своим здоровьем. Это могут быть юристы, адвокаты, чтобы опять же разобраться, как в отношении вас работает закон. Это могут быть служащие банка, чтобы понять, да, как тоже какие-то документы оформить, платежи провести. Могут быть и люди в погонах. Объединяет вот самые разные направления рационализм, или то, что есть конкретно в нашей жизни. То, что, как мы говорим, наверняка, когда нет сомнений, когда это где-то согласуется с законами или подзаконными актами, и когда мы собой не рискуем. Да, нет чувства, больше, где-то холодность суждений, здравомыслие или логика. Может быть, вот приходит какое-то известие, и вы должны это упорядочить как и в своем сознании, так и наметить дальнейшие ваши действия. Давайте еще неожиданности. Вы будете на выборе. И этот выбор, вот все то, что я сейчас перечислила по карте Король мечей, для вас нужно делать очень рационально. Где-то совместить ваши желания, эмоции, данность и конкретику, что есть в реальной жизни. Или ваши планы и, опять же, возможности. Не просчитаться, не подвергнуть себя риску. И если вопрос касается каких-то денежных выплат или взятия, допустим, кредита, значит, тут тоже буквально и математический подсчет для вас будет необходим. Как будто риск должен быть исключен в любой сфере вашей жизни или в любом вопросе. Давайте узнаем сюрпризы. Сюрпризы – это больше со знаком плюс. Солнце. И после карты Солнца я вообще затрудняюсь что-либо доставать, какие-то новые карты. Единственное, достанем карту Совет. Тут действительно, несмотря даже, может быть, на какие-то известия со знаком минус, или то, что вас поначалу может ставить в тупик, все же мы все разные, с учетом Короля мечей, могут быть, совершенно разные в вашей жизни ситуации. Но или сам по себе рационализм вам на пути к вашему Солнцу помогает, или эта карта еще и добрых возможностей. Ведь это карта радости. Мои дорогие водолеи, это еще и карта выбора правильного направления. Поэтому, как минимум, этот период будет августовский. Для вас важен на последующие полгода, до конца 2024 года. Любую ситуацию изменить как-то вы можете в корне, причем рационально, себе не навредив. Где-то убрать, может быть, даже эмоции, 2 мечевые карты. Есть намерение. Да, вот как мы сказали, огонь, паж жезлов. Но это сырое намерение, это еще не действие. А все, что касается действий, вот оно должно быть холодно, рационально. Потому что на кону ваше Солнце. Давайте я достану карту Совет. Как вам действовать? Обдумай. Приведи мысли в порядок, с собой не рискуй. Если карта дополняет значение или все то, что я говорила по Королю мечей, если вы чувствуете какое-то недомогание, не нужно надеяться, что пройдет само. Уставшие люди делают ошибки. У кого-то буквально усталость может уложить в постель.
А для кого-то, если что-то беспокоит, следует отправиться к врачу, может быть, стоматологу, или пройти обследование, разобраться с самим собой. У кого-то это будет касаться вопросов денег, у кого-то это будет касаться вопросов ваших личных амбиций, и тогда мы складываем оружие. Если мы говорим, хотите получить должность или построить карьеру, это не значит, что вот это солнце, ведь есть еще такое значение, как наше эго, солнце. И все карты мечевые нам говорят о чем? Ты так где-то сбавь обороты, не настаивай на своем, никому ничего не доказывай, иначе получишь обратный эффект. Будьте внимательны в этом, потому что где-то больше неспешность, прозорливость и внимательность будет вам помогать осуществить какое-то свое намерение и план. И не только на август, а именно какую-то для кого-то из вас даже минусовую ситуацию вы можете в корне изменить, мои дорогие водолеи, в августе, и какой-то минус сделать для себя либо плюсом, либо первые шаги на пути к солнцу, на пути к прогрессу. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.